Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости моего канала и мои любимые подписчики. Вас приветствует бабушка Сонбо. Сегодня вы услышите продолжение сказки о двух неугомонных принцах, которые прогонят из леса разбойников и спасут свою сестру, а позже поучаствуют в турнире. Сказка «Приключения принцев Вита и Влада», глава 5. Утром, когда расцвело и стало хорошо видно, Вит и Влад поднялись и отправились на поиски логова разбойников. Услышали запах костра и поняли, что они на месте и логово совсем рядом. Тихонько подкрались поближе и из кустов стали наблюдать и изучать расположение. Из одного шалаша вышел мужчина с миской в руках. Он направился к изгороди, где находилась привязанная коза и жевала траву. Вит и Влад сразу узнали его, ведь это был тот самый бродяга с рыночной площади, которому они вручили письмо. Тот погладил козу и приступил к дойке. Когда разбойник закончил доить, он поднялся и сказал: «Ух ты, моя кормилица! Лучше иметь такое домашнее животное, чем бесполезных собак и кошек, от которых никакого проку, ни мяса, ни молока». Когда бродяга подошел к шалашу, из него вышла принцесса, их родная сестра. Она сразу начала им командовать: «Я очень хочу есть. Свари мне кашу на молоке». «Сию минуту, ваше высочество». «Ты руки помыл?» «Да, ваше высочество». «А зубы почистил?» Разбойник не успевал отвечать. Он быстро сказал: «Да, конечно, моя птичка», и добавил: «Что еще я должен сделать, моя козочка?» «Ты карету привез?» «Да, моя козочка. Вон она стоит, и карета, и лошади». Он показал головой в сторону, где они стояли. Вит с Владом, увидев эту сцену, поняли: дело дрянь. Посмотрели друг на друга и решили: так дело не пойдет. Иметь зятя разбойника им как-то не хотелось. Уж лучше пусть принц увезет ее подальше от них, чем она останется здесь и будет командовать всеми. И братья решили все вернуть на свои места, как было в начале. За целый день наблюдений они узнали, что коза – это любимое существо бродяги с рыночной площади, который к тому же являлся главарем разбойников. Следующей по важности была принцесса, а уж потом все остальные. Разбойники суетились, ходили туда-сюда. На костре жарился кабанчик. И так вкусно пахло, что у Вита и Влада пели животы. Когда кабанчик был готов, его положили на блюдо и разрезали на несколько крупных кусков. Наши принцы-проказники смастерили приспособление, напоминающее удочку с крючком, и незаметно из блюда исчезло несколько кусков мяса. И тут Вит вспомнил, что у него в кармане лежит пузырек со слабительным. Он сразу смекнул, как это нужно использовать. Принц откупорил крышку,
привязал пузырек к веревке и опустил его так, что содержимое из него разлилось на все блюдо с жареным мясом. После этого оба вернулись на свою поляну, где оставили ослика со спящим принцем старшим. Принц посреди дня проснулся, увидев, что Вита и Влада нет, а рядом лежат сокровища в виде кувшинов с вином. Он опустошил их, разлегся на пузе у ослика и вновь крепко заснул. Ослик лежал на земле на боку, а принц лежал на его пузе. Кувшины уже были пусты и валялись рядом. Дозорные брали с собой вино, чтобы им не было так холодно и тоскливо ночью. Видимо, когда они убегали от страшного трехголового привидения, то покидали все, что принесли с собой. Делать нечего, и братья наелись мяса без него. Жаль, что Вит и Влад не видели того, что творилось в логове разбойников. Отведав жареного мяса, они по очереди выскакивали из своих шалашей, держась за животы и за задницы, пытались добежать до кустиков. Некоторые успевали добежать, а некоторые нет. Кто-то падал, и у них все выходило, не дожидаясь кустиков. Творилось что-то невыносимое. Отовсюду раздавались стоны. Наступила следующая ночь. Ослик к тому времени уже проснулся, а принц старший продолжал спать. Вит и Влад вновь с трудом подняли спящего принца и усадили на осла. Дали своему любимцу морковку, и все вместе направились поближе к логову. Увидев в кустах запряженных лошадей с каретой, они подошли к ней и запихали принца внутрь. В баночке оставалось еще немного фосфористой краски. Принцы не хотели ее выбрасывать. Влад кивнул своей головой в сторону козы, и Вит сразу все понял. Он ползком пробрался к любимой козе главаря и вымазал остатки краски на всю ее морду и рога. Потом он высыпал в ее кормушку сухой горох, который они заработали с помощью лотереи, и отполз назад. Коза с удовольствием стала уплетать горох и подавала голос. Вит и Влад пробрались тихо в шалаш, в котором спала их сестра. Сунули ей кляп в рот, за руки, за ноги потащили сестру. Она стала брыкаться и визжать. Мальчишки, что есть мощи, тащили сестру к карете. От этой возни и шума проснулись все остальные. Они повыскакивали из своих убежищ на улицу. Увидев чудовище с рогами и светящейся головой, от страха стали разбегаться кто куда. Когда сам главарь выскочил на улицу, он в первую очередь посмотрел в сторону своей любимой козы. На него смотрел черт с рогами, а когда коза повернулась к нему задом, то стала пулять в него, как из арбалета. Козий горох вылетал, как пули, со свистом. Главарь, боясь быть застреленным самим чертом, уворачиваясь от пуль, с криками рванул прямо вглубь.
убежал так далеко, что с тех пор в королевском лесу больше никогда не было разбойников. Два принца уже волоком тащили свою сестру. Они, наконец, добрались до кареты с лошадьми, затолкали сестру к принцу старшему. Вит сел вместо кучера, взяв поводья, хлестнул коней, и они помчались в обратный путь. Пока карета ехала по ухабам, спящий принц съехал вниз и улегся прямо на девицу. У принцессы выпал кляп изо рта. Всю дорогу их кидало и подбрасывало, а не то и дело от такой качки чмокались губами. Влад, сидя на ослике, ехал вслед за ними. Когда карета заехала во двор, дворецкий доложил королю и королеве, что принцесса спасена. К приехавшим подошли слуги, чтобы посмотреть на это зрелище. Когда дверца кареты открылась, то перед ними предстала следующая картина. Принцесса с принцем, все взъерошенные, сидели на полу кареты, а их лица были красные-красные. Им обоим было неловко от этой ситуации. Никто ведь не знал, как их колбасило в этой карете. Но почему-то все ехидно хихикали. Чтобы слуги не разнесли по всему королевству этот инцидент, король объявил, что раз принц сам спас свою невесту, то он, король, как и обещал, отдает за него свою дочь и пол королевства в придачу. Медлить со свадьбой не стали и сыграли не через месяц, как было по правилам, а через 2 дня. Принц с принцессой обвенчались и стали мужем и женой. Новоиспеченную пару провожали в их законную часть королевства. Запрягли самых лучших коней. Вит и Влад специально для своей сестры и зятя украсили лошадей и карету. Король, королева и все придворные вельможи вышли проводить молодоженов в дальний путь. Младшие принцы тоже вышли проводить их в дальнюю дорогу. Вит достал из кармана горох и показал его Владу. Тот все понял и, закрыв ладошкой свой рот, сдерживал себя от смеха. Всю дорогу принца и принцессу сопровождала гороховая музыка из-под хвоста лошадей. После того, как принц с принцессой и молодожены уехали, в замке было какое-то время тишь да благодать. Каждый год король устраивал рыцарские состязания. Его Величество объявил о дне соревнований. Дату и время развесили по всему королевству. Рыцари должны были показать свою смелость, мужество и меткость в стрельбе. Желающих посостязаться съехалось со всех королевств. Но все они даже не представляли, на что способны 2 маленьких принца. На защиту чести королевства приехал зять короля и его старшая дочь, принц с принцессой. Братья немного скучали по своей сестре и при встрече крепко обнялись, ведь, несмотря ни на что, они все-таки были семьей. А также братьям не хватало мужской солидарности, и они обняли принца старшего. Наступил первый день состязаний.
Первым испытанием была стрельба из лука. Накануне Вит и Влад не спали всю ночь. Они взяли колчаны всех участников, намазали наконечники стрел медом и оставили их на земле. Муравьи, почуяв сладкое, все утро заползали внутрь. Стрелы зятя принца остались нетронутыми. Итак, все рыцари выстроились в ряд и ждали, когда король даст знак. Они стояли каждый напротив своей мишени. Наконец прозвучал сигнал, и состязание началось. Участники стали доставать стрелы из колчана, и на них посыпались муравьи. Муравьи стали падать участникам за шиворот, и никто из них не попал в цель. Всем было не до мишеней, их кусали муравьи, а те, в свою очередь, извивались, как змеи. Только зять короля попал точно в цель и выиграл это состязание. Вторым испытанием был рыцарский турнир. Братья-принцы сходили на поле и собрали много колючек репейника. Перед этим турниром они каждой лошади под седло засунули колючек. И на этот раз они ничего не сделали своему родственнику. Его лошадь осталась нетронутой. Когда состязание началось, никто из рыцарей не смог усидеть в седле. Как только лошадь трогалась с места, колючка мешала ей и колола бока, и лошадь сбрасывала своего седока на землю. Лишь зятю короля удалось удержаться в седле, и он выиграл этот турнир. Король радовался и гордился своим зятем, и даже не догадывался, что во всей этой неразберихе виноваты его младшие сыновья. Третье испытание заключалось в том, чтобы пробыть с дикими тиграми наедине, без оружия, как можно дольше. Многие сразу отказались от такого и проиграли. Остались лишь только зять короля и его два сына принца. Зять не мог отказаться и поэтому попросил лишь завязать ему глаза, чтобы он не видел тигров. Он подумал, что если они его сожрут, то, по крайней мере, он не успеет испугаться, и это будет не так страшно. Король дал на это свое согласие. Людей собралось много. Все хотели посмотреть на кровавую сцену, и все с нетерпением ждали начала. Первым на арену вышел зять короля. С завязанными глазами он стоял посредине. Через некоторое время отодвинули задвижки в стене, и на арену вышло два тигра. Тихонечко, вальяжно они прошлись по арене, подошли к принцу, походили вокруг него и ушли в свои клетки. Им было неинтересно ходить по арене в такую жару. Рыцарь стоял, не шевелясь, пока не услышал: «Они ушли! Ты победил!» Зять снял повязку и ушел с арены. Вторыми на арену должны были выйти два мальчика. Зрители предвкушали страшную трагедию. Заслонки в стене открылись, и на арену вышли Вит и Влад.
В руках у каждого был поводок, к которому был пристегнут тигр. Люди стали смеяться и держались за животы от смеха. У тигров были завязаны бантики. Между ушей на голове тоже были бантики. На всех лапах у них были одеты сапоги. И это было так смешно. Тигры шли неуверенной и неуклюжей походкой, откидывая все время лапы в сторону. Наконец они разлеглись и стали сдирать с себя эту ненужную им обувь. Вит лег своему тигру на спину, а Влад улегся прямо на пузо своему. Люди смеялись и аплодировали этим двум находчивым принцам. Два маленьких мальчика показали всем хорошее представление, ведь эти тигры были совсем ручными. Когда они были еще совсем маленькими, слепыми тигрятами, когда убили их маму-тигрицу, король забрал этих слепых тигрят себе в замок, а Вит с Владом кормили их молоком и вырастили их. Поэтому тигры позволяли им делать с собой все, что мальчишкам хотелось. А принца они не тронули потому, что он имел запах своих хозяев. Вот так Вит и Влад выиграли это состязание. Продолжение следует. Мои дорогие, если после моей сказки у вас поднялось настроение, я очень счастлива. А если давление, срочно выпейте успокоительного. Смех должен быть на пользу и приносить радость. Ну а я с вами прощаюсь. До следующей главы, мои дорогие.